Дисклеймер. Я сам не являюсь эталоном качества, а просто освещаю интересные и полезные способы улучшения своей техники сведения. Я не претендую на звание лучшего звукорежиссера или свидосера. Все, что показано в видео, является подсказками и наставлениями, а не прямыми указаниями, что нужно делать в той или иной ситуации. Музыка — это в первую очередь про креатив и необычный подход во всем. Спасибо за понимание. Я думаю, в названии ты понял, о чем пойдет речь. Начнем с одного из самых важных аспектов, по моему мнению. Баланс громкостей. Да, каждый битмейкер на ютубе уже видел это правило, и что это важно. И всем это надоело, но это правда важно. Я понимаю, как сложно новичку осознать какие-то аспекты нашей работы, и я попробую объяснить это по-простому. В первую очередь, не делайте баланс громкостей по таблицам из интернета. Каждая работа индивидуальна, и в первую очередь нужно опираться на свой слух, а потом только на анализаторы и всякие таблицы. Как можно развить этот навык баланса громкостей? Первый, самый полезный, по моему мнению, способ, но не бесплатный, это сайт SoundGym. Я не думаю, что нужно объяснять, что навряд ли бы такой крупный сайт купил рекламу у канала на ютубе с 30 подписчиками. Это, правда, личная рекомендация от меня, я там много чему научился. Этот сайт представляет набор тренировочных упражнений для ваших ушей. Тут есть очень хорошие упражнения на понимание компрессии, эквалайзера и так далее. Здесь есть вот такое упражнение на тренировку баланса. Здесь вы по памяти выставляете баланс такой, какой вам дали в начале. От себя добавлю. Только на этом сайте я понял, как работает компрессия. Я ее услышал. И я советую вам всем, у кого есть деньги, купите подписку хотя бы на год. За этот год вы узнаете очень много нового. Я вам гарантирую. Это упражнение вам поможет в голове разделять разные инструменты в одном треке и понимать, какой из них громче, какой тише. Таким образом, вы сможете анализировать музыку глубже, чем просто крутой бас, плохой вокал и так далее. Второй способ для тех, у кого нет денег на эту подписку, но он более трудоемкий. Вам нужно найти в интернете трекаут каких-либо песен, может, вы найдете песню, которая вам нравится, и найдете ее трекаут, это вообще будет прекрасно. И перенести все эти дорожки в вашу DAW, допустим, Fruity Loops, Ableton и так далее. Далее вам нужно нормализовать каждый трек по громкости, то есть в FL это вот кнопочка, вы просто нажимаете эту кнопочку на каждом треке, и у вас выставляется максимально громкое значение без клиппинга. И потом расставляете это все по каналам и пытаетесь выставить баланс примерно такой, как в оригинале. Желательно не слушать оригинал между этим, просто вот по памяти сделайте, а потом послушайте оригинал, и потом опять по новой. И так можете перескакивать с одного трекаута на другой там и так далее. Чувство баланса нужно тренировать. Слава богу, тренировка чувства баланса, она не такая сложная, так что за месяц-два тренировок вы сможете выставлять грамотную балансировку громкостей в ваших битах. Второй способ улучшения качества сведения. Фильтрация мусора и осторожность с низкими частотами. Начнем с фильтрации. К примеру, у нас есть луп-хэт. Хай-хэт — это перкуссия, которая обычно заполняет верхние частоты и остается в том же положении на протяжении всего трека. Теперь вопрос. Нужны ли хай-хету частоты до 120 Гц? Конечно, нет. И поэтому мы фильтруем хай-хеты от мусора внизу спектра. Зачем мы это делаем? Потому что компрессоры, лимитеры и всякие другие страшные штуки реагируют в том числе и на низкие частоты, которые мы можем не слышать. Так что даже если вы не слышите мусора, все равно проверяйте и фильтруйте треки. Если вы отфильтруете одну дорожку в бите, вы вряд ли услышите разницу. Но когда вы будете фильтровать каждую дорожку, в конце концов это даст частоты и более приятного звучания биту или треку. Срезать нужно по уму. Нельзя просто взять и срезать на гитаре все частоты до 300 Гц, потому что вам это не нравится. У вас может быть плохое оборудование и так далее. Если у вас есть, допустим, лупы со сплайса или ваншоты со сплайса, но вы не можете контролировать низкие частоты, не трогайте их. Все люди, которые делают ваншоты и сэмплы со сплайса и так далее, они уже по умолчанию сведены, и все ваншоты очищены от мусора. Так что не занимайтесь этой херней, занимайтесь 200 плюс Гц. 100 плюс Гц, если у вас плохое оборудование. Под плохим оборудованием я подразумеваю то, что у вас нету мониторных колонок, звуковая карта, которая выглядит как флешка, или наушники за 500 рублей капельки. Я в таком роде. То есть, если у вас хорошие большие наушники там за 4000 рублей, 5, 6, и вы слышите бас в них, то ради бога, можете играться. Но если у вас наушники, которые не выдают бас, что вы там сделаете? Так вот, у каждого инструмента есть своя частота наполнения, фундамент. Если вы уберете его, дорожка начнет звучать вяло, жидко, некачественно и вообще по-дебильному, да? Понятное дело, что кику срезать частоты до 100 Гц — это наглое убийство кика. Также и с басом. Низкочастотные инструменты не требуют такой фильтрации. Теперь с басом. Если вы не слышите бас в своих наушниках, может быть, ваши наушники не передают бас. Поэтому вам нужно поднимать частоты не 40 Гц, где вы думаете, что бас, а, допустим, поднимать 100, 150, 200, 300 Гц. То есть это обертоны, которые можно услышать на наушниках. Если у вас не слышно бас, и вы его поднимаете там на плюс 20, плюс 30 дБ, в ваших наушниках, может быть, это и будет звучать хорошо, потому что у вас наушники дерьмовые. А вот в наушниках за 7-10 тысяч в ДТшках, в колонках, в машине, ребят, машина русского автопрома может развалиться от такого баса. Пожалуйста, не надо. Перейдем к более практической части видео. Мелкая фишка, которая может помочь тебе со звучанием бас-энда, то есть низких частот. Что мы делаем? Мы делаем автоматическую эквализацию низких частот.
Я это делаю в Pro Q. В теории это можно делать и в компрессорах, но я делаю в Pro Q, потому что мне так тупо легче. Что мы делаем? Мы заходим на мастер, кидаем Pro Q3. Теперь низким шельфом мы отрезаем до 20 Гц. Повторяю, это не low-cut, это именно шельф. Шельфом мы, допустим, делаем минус 20, минус 15 дБ, делаем слоуп более крутой, там 40 с лишним дБ на октаву, чтобы сделать переход более резким. И нам нужно поставить линейную фазу, linear phase. Снизу, вот сюда нажимаем, тыкаем линейная фаза. Все, у нас линейная фаза, все отлично. Теперь вот здесь вот на 30-40 Гц мы делаем bell, нажимаем правую кнопку мыши и делаем его динамическим. Поднимаем вот этот ползунок вверх, чтобы при срабатывании звука этот ползунок делал бас громче на долю секунды. То есть мы повышаем так, грубо говоря, атаку баса. Но при этом весь звук в треке начинает звучать более панчевым и более вылизанным. Не знаю, как это работает, но мне нравится, и я это использую. Опять же, нужно применять это грамотно. То есть если у вас так перебор по низким частотам, это может сделать вам все хуже. То есть вы можете чуть-чуть убрать низких частот и добавить на мастере вот такой вот экспандер с Pro Q. Обычно он мне прям сильно улучшает качество, и я им очень часто пользуюсь. Теперь перейдем к следующему пункту. Лимитеры и максимайзеры. Я пользуюсь в основном лимитером. Первый лимитер, которым я пользуюсь, это Pro L2 от FabFilter, но обычно я его использую на всяких роках, металлах и тяжелых вещах. Но на битах, я думаю, что лучше использовать Invisible Limiter. Вот, мне он понравился. Я его украл у своего знакомого. Очень хороший плагин, на самом деле. В чем разница Pro L и Invisible? Pro L, он более настраиваемый и более универсальный. Но, опять же, настраивать его так, чтобы он не искажал так сильно, это сложно. А здесь ты просто кинул на бит, сделал побольше громкость и все. Ну, там по мелочи можно настроить, то есть, да, режим, линейный алгоритм или логарифмический. Но в основном просто кидаешь, громкость прибавляешь и все. И в принципе все прекрасно. Вообще идеальный плагин для битов, мне кажется. С помощью лимитеров можно поднять громкость. Часто у битмейкера бывает такая проблема, что биты очень тихие на фоне конкурентов, потому что конкуренты знают, как пользоваться лимитером и максимайзерами, а ты нет. И поэтому у тебя бит тихий, а у них нет. Теперь ты знаешь, как сделать его громче. В чем была изначально цель лимитеров? Они делают так, чтобы сигнал не переходил за 0, чтобы не было клиппинга. То есть звук не искажается, но при этом он максимально громкий. Вот в чем плюс лимитера. Используйте лимитер, ребята, и максимайзер, если вам хочется. Про максимайзеры я рассказывать не могу, я ими не пользуюсь, к сожалению. Но вещь тоже хорошая. Последнее в этом видео — это сайдчейны. Сейчас я покажу только два вида сайдчейнов, которые можно сделать во Fruity Loops, которыми я пользуюсь. Именно которыми я пользуюсь. Первый способ — это создание сайдчейна с помощью Fruity Peak контроллера. Что мы делаем? Допустим, вот у нас кик, вот у нас бас. Кидаем на кик Fruity Peak контроллер. Он считывает пики, то есть срабатывание звука. Кидаем его на кик. Пытаюсь изъясняться максимально понятными словами, потому что иногда это сложно понять. Кидаем его на кик. После этого у нас есть два варианта. Мы можем либо на 808 бас, или там на какую-то другую еще канал, кинуть Fruity Balance. Сейчас я вам покажу. Кидаем Fruity Balance, открываем и нажимаем правой кнопкой мыши по вот этой крутилке. Потом Link to Controller. У нас открывается вот такое вот окошко, и здесь мы ищем наш Fruity Peak контроллер. И здесь мы нажимаем на наш Fruity Peak контроллер. Нажимаем Accept, все. Эта крутилка привязана к нашему Fruity Peak контроллеру. То есть, когда у нас срабатывает кик, у нас эта крутилка начинает крутиться. Заходим в Fruity Peak контроллер. Можно сделать как экспандер, так и сайдчейн. Если мы нажимаем Volume Plus, то при срабатывании кика дорожка становится громче. То есть это обратная сторона сайдчейна, грубо говоря. Но если мы переводим в левое положение, то это уже сайдчейн. И тут мы регулируем. Decay — это скорость затухания сайдчейна. Tension — это кривая сайдчейна. Можете поэкспериментировать туда-сюда. Bass — это изначальная громкость, которая стоит на той кнопке, к которой мы прицепили Fruity Peak контроллер. То есть мы делаем тише, бас становится тише, делаем громче, бас становится громче и так далее. Все, это первый способ. Теперь второй способ. Допустим, я хочу сделать сайдчейн с помощью плагина SUS2. Как это сделать? Мы открываем наш кик, чтобы канал микшера с киком у нас выделялся. Теперь нажимаем правую кнопку мыши по стрелочке на канале с басом. Нажимаем Sidechain to this track. Теперь переходим на канал с басом и открываем плагин SUS2.
Что мы видим? Вот здесь вот есть кнопочка, которая включает функцию сайдчейна. Мы ее включаем. Теперь переходим в настройки плагина, именно в FL. Нажимаем сюда, потом Processing и Auto Map Inputs. Здесь у нас появляется циферка 1. Это как раз-таки канал сайдчейна. Если у вас несколько сайдчейнов, то здесь может быть циферка не 1, а 3, 4, 2, 5 и так далее. Вы можете это найти спокойно, это несложно. Теперь переходим в плагин, и, как мы можем увидеть, сайдчейн у нас работает. Теперь можно его настроить, сделать атаку быстрее, сделать релиз медленнее и так далее. Я думаю, видео с использованием SUS2 вы найти сможете, я не буду сейчас рассказывать, как им пользоваться. Сайдчейны можно применять не только в паре kick-бас, можно применять как пары kick-sample, или голос-sample, или перкуссии, бас. Короче, просто можете экспериментировать, как оно звучит лучше, тут нет правил. В принципе, это конец видео. Я надеюсь, я тебе помог. В моей группе ВК ты можешь найти бесплатный драмкит. Тебе нужно просто написать мне в личные сообщения группы, и я тебе их скину. Если появляются какие-то вопросы или идеи, пишите мне в комментарии или в группу ВК. Всем отвечу. Спасибо за просмотр.